Японские компьютерные игры – это весьма своеобразное явление. Их история началась еще до того, как Nintendo окончательно оформила облик видеоигр, и поэтому они совершенно не похожи на то, что мы привыкли видеть. Да, они могут быть непонятными, некрасивыми, малоиграбельными, да еще и по большей части эроге. Но я вижу в них особую романтику. Это было время, когда зарождалась новая индустрия, и в этой индустрии был огромный спрос на новые таланты. И так даже 30-летний журналист, который, казалось, уже никогда не сможет найти место в жизни, становился суперзвездой. Ну или, например, студент-первокурсник вставал во главе разработки самой дорогой и самой амбициозной ролевой игры. Все звезды мира японских видеоигр начинали свой творческий путь на компьютерах. В том числе и молодая компания Square, которая в то время отчаянно сражалась за свое место в этом новом, бурно развивающемся мире. Пока что безуспешно. И стоит сказать, это было вовсе не удивительно. Я давно хотел посмотреть на то, что представляла из себя Square даже не до Final Fantasy, а еще до того, как она заключила лицензионное соглашение с Nintendo, чтобы делать игры на Famicom. В принципе, ни для кого не секрет, что до Final Fantasy игры у Square были крайне посредственными, если не плохими. Но даже так, игра Альфа все равно умудрилась разочаровать меня, причем несколько раз. И это очень досадно, потому что из всех ранних игр Square она интересовала меня больше всего. Думаю, очевидно почему. Пиксельное аниме, та самая романтичная контрастная палитра, фантастический сеттинг и, конечно же, сексапильная девушка-андроид в главной роли. Вот за это мы и любим японские компьютерные игры. Красивые девчонки и обалденная музыка. Композитор, разумеется, Нобуо Уэмацу. С одной стороны, жаль, что музыкальный трек здесь всего один, но я все же рад этому, потому что скоро у Уэмацу будет на что потратить свой талант. Правда, в самой игре звучит только часть композиции, поэтому лучше послушать целиком сингл, который Square выпустила для продвижения игры. Я бы купил это даже только ради обложки, хорошее было время. Казалось бы, в чем можно разочароваться, если все известно заранее? Игра занимает всего одну дискету, так что очевидно не стоит ждать чего-то большого. А она не переведена на английский язык, что опять же неудивительно. Square Enix вспомнили о ней, кажется, только один раз, когда бесконечные переиздания Final Fantasy уже набили оскомину. Жанр текстовый квест, так что опять же мы не ждем чего-то сверхъестественного, это точно не будет какой-нибудь Snatcher. Что ж, в первую очередь лично меня подвело то, что в игре не используется канзи, весь текст написан на кане. Вообще-то это очень хорошо для тех, кто учит японский, потому что так легче понимать написанное. Но поскольку все мои познания из японского это «братик, мы не можем этого делать» и «я чувствую что-то горячее внутри», то мне пришлось прибегнуть к помощи Google переводчика. А тот в свою очередь решил, что надписи на кане надо просто транслитерировать. Дебил, блин. Впрочем, что еще ожидать от любителя системы Хепберна, правда? Второй проблемой стало то, что на записанном геймплее цвета были очень блеклыми. В конце концов, мне пришлось смириться с поражением и стащить видео с канала Кушикатсу. Но это сугубо технические вопросы. В конце концов, именно этого и следовало ожидать, когда ты пытаешься запустить такую игру. Однако я ожидал увидеть классический текстовый квест. Ну, непонятные загадки, неудобное управление и еще немного сексуальности, чтобы завлечь игрока. Ну, в принципе, я это и получил, так что глупо жаловаться. Меня очень позабавило, что Википедия причислила эту игру к эроге. Ну, понятно почему. Автор статьи, очевидно, был очень возмущен тем, что героиня разгуливает без хиджаба. Потому что в таком случае к эроге надо причислить еще Time Girl, Brandish, Popful Mail и, может быть, даже Metroid. А чё она? Да, нынешние ханжи никак не могут смириться с тем, что у предыдущего поколения было куда более правильное видение будущего, и в частности сильных и независимых женщин. Потому что девушки в узеньких плавках символизируют красоту, спортивность, отсутствие страха перед эпиляцией зоны бикини и, самое главное, решительную и окончательную победу над циститом. Это ли не прекрасное будущее?
Я вот, например, стремлюсь в него всей душой. Правда, когда я надел такие плавки, пацаны меня побили. Да, люди еще не готовы. Что же касается эротического контента, то, к сожалению, мои дорогие люди культуры, придется положить руки обратно на клавиатуру. Знаю, я сам расстроен. Похоже, что Альфа — это своеобразное переложение романа Роберта Хайнлайна «Пасынки Вселенной». Дело происходит на корабле поколений, который везет колонистов на планету Альфа. Но когда корабль наконец-то достигает пункта назначения, то центральный компьютер, управляющий им, создает невыносимые условия, и колонисты поднимают восстание. И тут в игру вступает главная героиня, девушка-андроид по имени Крис. Правда, имя Крис ассоциируется у меня с другим мускулистым великолепием, так что я буду называть ее Попка-Орех. Самое забавное здесь то, что она ничего не помнит о своем прошлом и по сути проснулась только сейчас. Тем не менее, мы как-то должны знать, что делать дальше. Это квест старой школы, когда вы могли принять неправильное решение, из-за которого становилось невозможно пройти игру. Только понять это можно было где-нибудь в конце. Полагаю, это было сделано специально, чтобы заставить игрока переигрывать в этот достаточно короткий квест несколько раз. Но у нас есть прохождение, написанное добрым человеком, так что мы начинаем запасаться, еще толком не зная зачем. Мы идем в супермаркет. Думаете, чтобы покупать? Нет, мы тоже будем мародерствовать. Забавно, что супермаркет цел и никто его не разграбил. Попка-Орех крадет кислородную маску и попадается полицейскому роботу. Я, конечно, понимаю, что грех не ущипнуть за такой попец, но у вас тут на улицах массовый бунт, а вы охраняете местную пятерочку. Капиталистические свиньи. И вот наступает самый миметичный момент игры. Собственно, именно поэтому ханжи с Википедии и причислили эту игру к эроге. Скажем прямо, не раздеть такой персик было бы преступлением. Поэтому спасибо, гештальт закрыт. Нормально, конечно, у них там в тюрьмах. Но Попка-Орех не теряется и применяет главное женское оружие, начинает орать и ныть. Женщины, как известно, могут достать даже робота. В конце концов, ей отдают трусы и выкидывают на улицу, лишь бы она уже наконец заткнулась. Но время приключений еще не закончилось. Попка-Орех садится на поезд и приезжает к месту, где началась игра. Там ее ловят какие-то непонятные парни. И только мы уже пустили похотливую слюну, как Попка-Орех снимает с главаря очки и узнает, что это киборг. Ну да, не просто же так его зовут Арнольд. К сожалению, посмотреть на групповой киберсекс нам не дадут. Приходит робот-обломщик, убивает всех киборгов и забирает Попку-Орех обратно в тюрячку. Собственно, снова вот. Действительно, не держать же такую красоту, одетой и не привязанной. Впрочем, женские чары и мерзкий голос снова приходят на выручку, и вновь на свободу с чистой совестью. Здесь вы уже должны заподозрить, что Попка-Орех имеет интеллект, соответствующий ее внешности, и поэтому она возвращается в то место, где ее едва не изнасиловали и не убили. Но поскольку местная полиция слишком занята тем, что раздевала и связывала ее, застреленные киборги по-прежнему лежат на месте. Один из них еще не отключился и успевает сказать, что у них есть лидер по имени Кит и что он сидит в тюрьме. Это что, опять раздеваться, что ли? Кажется, я понял, почему на ней так мало одежды. И какое совпадение! Рядом в куче мусора мы находим лазерный пистолет. Но теперь-то можно безнаказанно помародерствовать. Можно наконец-то украсть в супермаркете эту кислородную маску. Все-таки девочкам надо себя баловать новыми вещами. Ха-ха, и кто меня остановит? Stop right there, criminal scum! Ну да. Знаете, это уже начинает напоминать анекдот про медведя и охотника. Мужик, я понять не могу, ты охотник или пидорас? Кажется, уже третий раз, да? И я был бы рад думать, что эту секс-бомбочку раздели для обыска, но похоже, что на этот корабль поколений просто выкинули всех тиктокеров и лайф-коучей, а в компьютер загрузили нейросеть, которая сделала Starfield. Потому что трусы отобрали, а вот лазерный пистолет почему-то нет. Как она пронесла его в камеру? Ну, как в покемонах, наверное. Хи-хи, женские секреты. И вот так она благодарит робота, который спас ее от киборгов-насильников. Бам! И что ты сделала? Кто теперь тебя будет раздевать? Овца. Ну что ж, те киборги-гопники были очевидно хорошими ребятами, так что давайте освободим их лидера.
бам! Хе-хе. Парнишка, увидев такую попку-орех, сразу точно оценил ее умственные способности и понял, что трусы падают с этой девчонки легче, чем 1С бухгалтерия. Главное рассказать слезливую историю. Так мы узнаем, что создатели корабля поколений предвидели, что в будущем все станут дебилами. И поэтому заготовили этих самых киборгов, включая нашу попку-орех, чтобы они в кризисной ситуации вправили мозги центральному компьютеру, прекратили бунт и посадили корабль на Альфу. Но поскольку это надо куда-то идти и что-то делать, Кит подставляется под выстрел другого робота-охранника, отдает нам ключ, тоже, видимо, спрятал в своих женских секретах, и умирает, чтобы свалить всю работу на нас. 4-й раз. Ну, что делать с нарушительницей, которая застрелила робота-охранника и помогла осуществить побег? Ну, естественно, понять и простить. Лучше бы это была РГ. Но, по крайней мере, попка-орех наконец-то сообразила, что если дергать трусы туда-сюда, то они порвутся, так что пора заняться делом. Я уж не знаю, отобрали ли у нее пистолет, или же она сама потеряла его в своих женских секретах, но где найти запасной? Ну там же, конечно. Я так понимаю, убитых киборгов никто убирать не собирается. И никого не волнует, что рядом валяется еще и динамитная шашка. Подумаешь, мелочи. Итак, в тюрьму садиться уже надоело, так что попробуем повторить уже какое-нибудь другое действие. Например, украдем кислородную маску в 3-й раз. В этот раз, правда, попка-орех понимает, что всю игру сделали только ради этой анимации стрельбы, так что делать это придется часто. Поэтому помимо кислородной маски она крадет еще и батарейку для пистолета, а ядерные бомбы там не продают, не? И таймер. Очередной робокоп тут как тут. Но на этот раз все наши женские секреты уже забиты украденным барахлом, да еще и динамитом. А мы все-таки не ходкинки Джо, искать все это заново и засовывать обратно без смазки не хочется. Так что бам! Хе-хе, не надоедает. Ну, раз мы в аниме, то надо прокатиться на поезде и задумчиво посмотреть в окно. Мы приезжаем в комплекс, где расположен суперкомпьютер. Зачем мы украли батарейку для лазера? Ну, естественно, чтобы еще целых 3 раза посмотреть на это. Но мы и не возражаем. Здесь мы наконец-то узнаем, что попка-орех не только красивая, но еще является уверенным пользователем ПК и обладает базовыми навыками работы в Excel. Будучи непревзойденным хакером, она хитро останавливает центральный компьютер, прикрепляет таймер к динамиту и взрывает его нахуй. Гениальный ход. А главное, неожиданный. Это называется Brute Force, если не ошибаюсь. Ну что ж, одна проблема устранена. Теперь наступает развязка. Нам необходимо самим посадить корабль поколений на Альфу. Ну и мне кажется, что вы еще недостаточно посмотрели на то, как попка-орех стреляет из своего бластера. Но все это нужно для того, чтобы узнать, что нам вообще-то нужен пароль от кабины управления. Где же его можно найти? Я бы ожидал, что пароль будет напечатан где-нибудь под левым соском или на ягодице, ну, чтобы имелся повод снова раздеться. Но нет. Пароль и финальный сюжетный поворот находятся в комнате управления радаром. Почему там? Я не знаю. Мне кажется, после тюрячки и кислородной маски фантазия сценариста Хиромити Танаки иссякла. Неудивительно. Этот гений в будущем еще будет говорить, что ему не нравятся муглы. В любом случае, мы узнаем, что корабль находится возле Альфы уже несколько лет, но центральный компьютер не позволял приземлиться. Что ж, мы показали ему, кто здесь сеньор фронтенд разработки, и теперь мы знаем пароль. Так что мы возвращаемся, вводим пароль и открываем дверь ключом. А внутри надо просто нажать на кнопку. Ага. Если что, это не взрыв, это корабль садится на Альфу. И вот все счастливы, все танцуют, колонисты устремляются в светлое будущее, где все будут носить красные трусы и у всех будет попка-орех, даже у мужиков. Конец. Старые квесты нередко бывали короткими и несбалансированными. Можно было бы сказать, что Альфа мало чем отличается от них. Если бы она не зацикливалась половину прохождения на том, чтобы раздеться и сесть в тюрьму с одной и той же картинкой, а сосредоточилась бы на решении загадок в городе и на станции управления, то даже без обнаженки это был бы хороший квест. Правильная доза сексуальности, хорошая атмосфера, красивые иллюстрации. У этой игры было все, что нужно.
Но после Space Quest или Maniac Mansion, вышедших примерно в тот же период, Альфа уже невозможно воспринимать всерьез. К тому же через год выйдет Final Fantasy, и это будет уже настоящая игра, и Square будет работать уже совсем по-другому. И все-таки тесные футуристические трусишки и Попка-Орех нашли своего похотливого игрока, потому что я уже не смог отмахнуться от этой игры как от очередного мусора. И даже наоборот, пожалел, что Альфа так и осталась малоизвестной игрой и не получила развития. Конечно, жалеть об этом глупо, потому что у Square уже начинались 1,5 десятилетия блистательного великолепия. Но мне кажется, что при должных усилиях Альфа вполне могла бы вырасти в хорошую серию. Все-таки это были 80-е и 90-е, эпоха технологического шика и дерзкой сексуальности. Но мы не будем расстраиваться, ведь у нас есть еще интересные компьютерные игры. Не забывайте ставить дизлайк и отписываться. Пока, подонки!